Вот наш пирог. Давайте пробовать. Как всегда вкусно. Здравствуйте, мои дорогие! Я рада приветствовать вас сегодня на нашем канале. Сегодня хотела поделиться с вами рецептом мясного пирога. Этот пирог в нашей семье мы готовим очень давно. Мне достался этот рецепт от моей мамы, научилась от нее. Но в первый раз, когда я приготовила его, я была во 2 классе, училась. Видимо, пришла со школы, решила приготовить его. Конечно, я рецепта не знала. Естественно, у меня не получилось. Я его испортила. Но как-то с тех пор, вы знаете, в нашей семье все полюбили все любят этот пирог, друзья любят, всегда просят приготовить. Я и сама его очень люблю. Что здесь? Самое главное, мы будем тесто делать, и еще плюс начинка у нас будет. Естественно, мясная. Мясо, лук, картофель. Я всегда начинаю этот пирог с приготовления нашего теста. Что сюда входит? В первую очередь у нас входит сюда кефир или катык. Здесь смотрите, где-то у нас литр, да? Здесь даже написано нет, 900 грамм, да? И где-то у меня 800 грамм. Если вы хотите рассчитывать приблизительно, вы будете выпекать, приблизительно 1 лист, наш стандартный лист, то у вас уйдет всего лишь 800 где-то. 800 грамм. Смотрите, я выкладываю, видите, он какой густой. Очень хороший катык, кефир. Мы начинаем. Немножечко размешайте. Естественно, вы должны добавить сюда соли. Приблизительно знаете, сколько у нас уходит? Больше чайной ложки. Понимаете? Это у меня да? Здесь у нее где-то чайная ложка. Так. Ее опять размешайте вы хорошо. Так. Потом. Следующее. Обязательно вы должны добавить соду, чайную соду. Это у меня, не полная эта ложечка, это и есть у меня. Вы можете, здесь же смотрите, кефир, да, среда кислая, поэтому она будет хорошо нейтрализоваться. Но все равно, для страховки, не знаю, по привычке, я добавляю все равно, знаете, уксус. Обычно у меня яблочный уксус. Все равно я люблю гасить. Обычно я гашу. Видите, он начинает гаситься. Все. А кефир вообще нейтрализует очень хорошо соду. Все, перемешайте. Вы добавили соль, соду, перемешайте. Оно у вас, знаете, сейчас начнет вспениваться. И за это время вы начинаете растапливать где-то 300-350 грамм маргарина. Маргарин я использую щедрое лето. Я его очень люблю. Я обычно его не перетираю ничего. Я обычно его просто на сковородке растапливаю. Все, растапливается маргарин. Здесь у меня 200 грамм. И еще где-то, вы знаете, половину я должна. Этого количества. Еще 200 грамм. Где-то больше половины я хочу добавить. Немножечко. Где-то грамм 150-120 грамм. Потом я вам в описании обязательно все расскажу. Вообще я часто готовлю очень много. Я даже готовлю 2 пирога. Особенно, когда мероприятия мы делаем какие-то. Обязательно на Новый год. И вообще в течение года, когда нам захочется поесть, да? Все дети, внуки очень любят. Муж мой любит очень этот мясной пирог. У вас сейчас, смотрите, вы его растопите. Оно растопится. А потом мы добавим нашу эту кефирную массу. Смотрите, да? У вас реакция пошла. Сода начала вспенилась вся. И ваш катык, ваш кефир, он тоже весь такой вспенился, видите? Стал таким пышным. Идет реакция. У вас полностью маргарин ваш весь растворился. Все. И вы его берете и добавляете сейчас в ваше тесто. В эту кефирную массу. Так, налили. Перемешаем. Знаете, и быстро-быстро надо вам здесь действовать. Вы должны сейчас добавлять муку. Муку я тоже потом в описании вам скажу, сколько я добавила. Так, обязательно просеивайте. Обязательно мука высшего сорта у вас должна. Пироги всегда из муки высшего сорта. Здесь, в общем-то, муки у вас много и не уйдет.
потихонечку замешивайте тесто. Будьте осторожны, только не переложите эту муку. Слишком много нельзя, чтобы не забитый был у вас пирог. Я еще добавлю. Потихонечку будете добавлять. Посмотрите, структура какая у вас. Видите? Вот у вас тесто такое не липнущее. Я всегда ложкой замешиваю, видите? Я не буду здесь рукой замешивать. Когда мы уже будем формировать пирог, вот тогда я уже буду руками делать. Смотрите, я еще, значит, должна немножечко добавить. Я еще добавляю муки. Потихонечку, потихонечку добавляйте. Пирог сам по себе не тяжело его готовить, он не сложно его готовить. Можно сказать, легко, если вы научитесь, уже будет очень легко. Вот, видите, уже вот у вас тесто, вот оно, видите, стало немножечко такое вот уже. Муки добавили, более плотное. Но все равно еще, вот посмотрите, видите, вот оно у меня не липнет почти. Смотрите, не липнет к руке. Но я считаю, что я еще немножечко должна добавить. Сейчас вы замесили тесто, да? Конечно, мы его поставим сейчас в холодильник. Вот смотрите, я просто хочу вам показать. Вот это вот тесто, видите, оно не липнет у меня к руке. Все, и мы можем сейчас его, должны положить в холодильник. Пока мы будем нашу начинку готовить, оно у нас постоит в холодильнике. Так, тесто мы наше приготовили, положили его в холодильник, накрыли. Начинаете резать мясо вот на такие сначала полосочки, кубиками. Вот так вот на такие вот длинные полосочки, а потом уже, в общем, кубиками. Ну вот на эту вот начинку мясную у вас уйдет где-то 700-800 грамм мяса. А теперь обязательно вы добавляете вот в пирог, без курдючного сала, думбайога. Я всегда добавляю. Тоже кубиками. Тоненько нарежете. Если у вас даже жирное мясо, это тоже очень хорошо. Получается очень вкусный, очень сочный бывает пирог. Значит, вот мы нарезали наше мясо, вот курдючное сало. Ну, вы по желанию можете поменьше ложить курдючное сало, можете вообще не ложить, тогда вы добавите какой-нибудь жир, ну, сливочное масло хотя бы, даже просто можете порезать вот это вот сливочное масло. И дальше вот мы приступаем вот луком, начинаем нарезать. Вот таким. Это новый лук, конечно. Знаете, он такой ядреный, от него плачешь. Но его надо резать очень мелко. Ну, чтобы он не хрустел у вас в пирогах. Ну, у вас, в зависимости от того, сколько вы готовите, если на один вес, конечно, у вас уйдет где-то средненьких. Если вот были, у меня даже немножко ниже среднего вот сейчас, меньше среднего размера вот эти луковицы. Поэтому нужно вам, ну, где-то у меня штук 10 вот здесь луковиц. Вот лук мы наш нарезали, наплакалась. Потому что это свежий лук. Ну, это вы сами будете регулировать, сколько вы хотите лука. У каждого свои какие-то, вот знаете, предпочтения. Кто-то любит, кто-то не любит много лука. Кто-то вообще его не любит. И картошку вот так вот мелко-мелко вы должны порезать кубиками. 2 картофеля новые идет. У вас уйдет где-то, ну, грамм 250. Многие не добавляют картофель, просто мясо делают с луком. Но я люблю очень, у меня дети любят, вся наша семья любит. Все, вот мы нарезали наш картофель, добавляем его. Все, начинаете добавлять приправы, солим в первую очередь.
Ну, осторожно, конечно. Это уже по вашему вкусу, сколько вы хотите. Потом добавляем вот черный перец молотый. Тоже сколько вы хотите, это на ваше усмотрение. Ориентируйтесь на свои вкусы. Добавляйте зра. Ну, зра во все мясные, вот знаете, фарши, во все мясные начинки мы всегда добавляем. Классика это уже. Зра, кумин. Не жалейте его. Здесь такой аромат сейчас стоит. И в конце, конечно, смотрите, 1-2 столовых ложки вы добавляете обязательно масла любого растительного. Хотите оливковое, хотите подсолнечное, неважно. Почему мы добавляем масло? Ну, масло у нас, знаете, оно как бы не дает выйти жидкости. Это из картофеля, оно задерживает жидкость внутри. И поэтому получается блюдо очень сочное. Все, начинаем перемешивать. Перемешивайте тоже очень так нежно, знаете. Не нужно здесь выжимать. Обязательно. Хорошенечко перемешайте и все. Нежно, аккуратно. Мясо у вас все внизу, чтобы у вас все распределилось. Так, значит, вот мы вытащили наше тесто. Оно у нас постояло, пока мы готовили начинку в холодильнике. Она у нас хорошо затвердела. Видите, какой стал? Более твердый. Все, вы начинаете выкладывать его на стол. Вот немножечко припылите свою поверхность, вот вашу, да, на столе мукой. И будете выкладывать, все равно надо припылять. Так, берете и выкладываете ваше тесто. Если вы припыляете мукой, то у вас уже абсолютно, конечно, не будет липнуть. Естественно. Ну, приблизительно вот вы должны вот рассчитать. У меня все равно еще я буду делать небольшой маленький пирог. Вот в первую очередь, смотрите, вы должны обязательно присыпать. Я никакую бумагу для выпечки сюда абсолютно не выкладываю на лист. Вот так вот я хорошенько присыпаю вот так вот мукой поверхность нашего листа. Теперь я беру вот это вот тесто, да, и прям его выкладываю сюда на лист. Видите? Оно у вас такое податливое. А там будете регулировать. Если нужно будет, вы еще добавите. Видите, и растягивается. Оно очень легко растягивается. Вот так припыляйте. Здесь ничего страшного. Наоборот, это хорошо. Вот я полностью распределила. Видите, у вас одинаковая длина. Толщину. Ну, конечно, здесь немножечко она идет слегка. Ну, не знаю, сколько здесь вот миллиметров, да, у меня. Ну, думаю, миллиметра 4, 5 где-то, полсантиметра вот толщина, видите? И бортики вот так вот вы должны, понимаете? Не бойтесь, руки вы можете свои в муке постоянно вот так вот обмакивать. Вот. Ну и здесь, конечно, вот чтобы у вас бортики получились. Ничего, потому что мы потом будем закрывать. Все, теперь выкладываем наш фарш. Смотрите. Ни воды нету в этом фарше, ничего такого нет. Ну, конечно, сочный очень у нас. Вот вы посмотрите, сколько у вас уйдет фарша. Это уже на любителя. Любите много, пожалуйста. Любите поменьше, тоже, пожалуйста. Я, наверное, оставлю, потому что у меня немножко все-таки, я считаю, что тесто останется. Еще маленький пирог сделаю, кругленький. Все, распределяйте вот эту вот вашу начинку. С фаршем тоже можно готовить, но с фаршем не будет таким он сочным. Именно когда вы мясо режете, рубите, вот тогда у вас бывает сочный очень пирог мясной. Все. Вот теперь ваше второе вот это вот оставшееся тесто мы разделим на 2 части, чтобы потихонечку, вот вы знаете, закрывали вот это вот. Сначала наполовину мы закроем, а потом на вторую. Ну, сейчас я вам покажу все. Вот так вот. Скалочкой так поможете уже. Конечно, немножечко у нас меньше уходит на верхний слой вашего теста. Оно такое податливое, видите? Так, опять вот так вот хорошенечко обсыпьте, да, вот вы сделали, да, небольшой такой прямоугольничек, да?
чтобы вам вот вы сложить должны, чтобы у вас не прилип. Вот. Берете вот так вот. Так вот берете, раскрываете его. Вот. Пожалуйста. И вот здесь уже поправляете, видите, по ходу. Вот смотрите, вот мы закрыли, да, вот эту вот часть. И вот у нас полоска осталась, мы ее сейчас тоже сделаем. По размеру вашей полоски. Вы можете добавлять, здесь ничего страшного нету. Где-то у вас можно будет закрыто или где-то остается какое-то пространство, можете добавлять. Здесь не страшно. Он когда выпечется, все равно будет очень красивым. Оно тесто вот это вот, оно сливается друг с другом. Вот здесь вот немножечко защипнете, и это будет даже незаметно абсолютно. Вы можете и целый сделать, но целый немножечко тяжело будет вам накрывать. Чтобы было легче, вот я делаю так. Когда испечется, вы увидите, ничего страшного. Вот ваш пирог полностью мы закрыли. А теперь вот края вы вот так вот должны. Знаете, красиво, вот так вот фигурно. Ножичком просто вот берете и вот так подгибаете. Вот так вот. Немножко кефира можете добавить. Что у вас, молоко есть, кефир, неважно. Желтком, а потом уже, чтобы смазать сверху. Вот так вот смажите поверхность, все. Намазали мы. Теперь вот такие вот две дырочки вы можете сделать в центре, с двух сторон. Чтобы отсюда воздух, понимаете, циркуляция была. Духовку я разогрела. И будете выпекать. Температура где-то 250. Вы ориентируйтесь на свою духовку. 250 градусов по Цельсию. Где-то минут 35-40. Ну вот наш пирог готов. Все. Ну что, вот испеклись наши пироги. Давайте вот снимем пробу, как они у нас получились. Я сделала сегодня 2 пирога. Специально дала сначала рецепт на 1 пирог, на 1 лист, а потом уже второй сделала. Сегодня дети вечером приедут. Так что давайте. Давайте будем пробовать. Посмотрим. Вот наш пирог. Такой приятный вкус и запах. Так, ну что тогда, будем пробовать. Мы не раз уже пробуем, очень вкусно получается. Я просто хочу вам сказать, если по сравнению с самсой, мясной пирог получается очень такой сочный, вкусный. Я всегда предпочитаю мясной пирог. Вы, если попробуете приготовить по этому рецепту, да,
Я думаю, вашей семье очень понравится, вы порадуете свою семью. Давайте пробовать. Как всегда вкусно. Сочный такой, ароматный. Вам понравилось, Антеке? Да, ну я рада. Ешьте на здоровье. Вот смотрите, да, я вот сейчас режу, да? Вот видите, как он, во-первых, легко очень режется. Он абсолютно вот у нас не прилипает. Вы можете свободно брать. Хотя я никогда, видите, не ложу бумагу для выпечки. Он спокойно вот так вот можно его взять. Вот я еще раз положу. Вот. Я сама тоже хочу попробовать. Знаете, такой очень сочный, такой, знаете, рассыпчатый. И вот как будто вот, знаете, вот получилось, что слоистое вот такое вот у нас тесто. Понимаете? Поэтому, знаете, вот этот рецепт, который я вот сейчас вам предложила, он тоже очень хороший. Прям по типу слоеного теста. Он такой, знаете, пышное тесто, мягкое тесто. Приятно. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Мы рады, что вы были сегодня с нами. Пожалуйста, будьте здоровы. Счастья вам. Процветания, долгих лет жизни. И, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему каналу. Мы будем очень рады вам.